Вот он торт. Вот такой он внутри получается. Привет, сегодня буду делать шоколадный торт. Сначала приготовлю бисквит. Добавляю к яйцам сахар. Перемешиваю. Теперь добавляю кефир и растительное масло. Перемешиваю. Теперь горячую воду смешиваю с кофе. И сразу же перемешиваю. Вода горячая, но не кипяток. Также добавляю соль. Все, жидкие ингредиенты готовы. Теперь смешиваю сухие ингредиенты. Это мука, какао и сода. Немного их перемешиваю. А теперь добавляю к жидким ингредиентам, просеивая. Здесь самое главное просеять какао, потому что чаще всего оно образует комочки, которые потом сложно размешать. Духовка разогревается до 180 градусов. Тесто я перемешал. Теперь заливаю в форму для выпечки. Форма для выпечки у меня диаметром 16 сантиметров, застелена пергаментом дно и бока формы. Тесто мне нужно разделить на две равные части. Переливаю тесто в форму. Теперь отправляю в духовку выпекаться. После того, как испечется первый корж, я поставлю второй корж, так как у меня только одна форма. Бисквиты выпекаются примерно 30 минут. Проверять буду палочкой. Кстати, не обязательно деревянный, можно делать любой. Можно даже ножом это проверить. То есть протыкаем серединку, вытаскиваем и смотрим, если то, чем мы протыкали, сухое, то значит они приготовились. При этом важно не передержать коржи. Но это не страшно, если даже передержать, потому что будет пропитка из воды и сахарной пудры, которой я пропитаю коржи. Делаю шоколадный крем-чиз. Для этого мне понадобится сахарная пудра, сливки, творожный сыр и топленый шоколад. К сливкам добавляю сахарную пудру. Сейчас немного перемешаю их, пока не включаю миксер. Как делать крем-чиз без миксера, у меня есть видео на страничке, можете посмотреть. А теперь включаю миксер, начиная со слабых оборотов, дохожу до сильных. Сливки у меня немного взбились. Взбиваю я их совсем немного, пару минут, не до твердых пиков, а просто чтобы они стали чуть-чуть гуще. Даже не до мягких пиков. Теперь добавляю творожный сыр. Перед тем, как начну перемешивать, я немного разминаю его ложкой. Теперь перемешиваю все вместе. Когда добавил сыр, перемешиваю все вместе буквально несколько секунд, и масса очень быстро загустеет. И теперь я добавляю шоколад, который растопил на водяной бане. Шоколад темный использую. Можно брать молочный. Перемешиваю все вместе. Перемешивал в конце на слабой скорости, буквально 10 секунд. Просто чтобы шоколад смешался с остальными ингредиентами. Теперь еще перемешаю все хорошо лопаткой, чтобы из краев тоже все перемешалось. И крем готов. Вот, коржи у меня приготовились. Я обрезал верхушки у них. Вот они. Коржи после выпечки немного должны остыть. Хотя бы минут 20. А теперь буду собирать торт. Начинаю с пропитки. Так как коржи очень высокие, им нужна пропитка. А если бы вы делили коржи еще на 4, каждый корж на 2 части, то есть в итоге получилось 4 коржа, то можно было бы и не делать пропитку, потому что они бы и так пропитались кремом. Теперь буду распределять крем. Я нанес крем на первый корж и накрыл его вторым, и теперь второй пропитываю водой, точнее сиропом. Теперь наношу крем на верхний бисквит.
Вот он торт. Я отправлял его пропитаться в холодильник на несколько часов, но это делать не обязательно. Ну, точнее, можно буквально на часок. Так как коржи очень влажные сами по себе, и к тому же мы еще делали сироп, пропитали еще крем здесь, то торт будет сам по себе влажный. Так как этот крем не для выравнивания, этот торт не стоит пытаться сделать очень ровным, и лучше сделать вот такие вот мазки, ну, чтобы он выглядел немного неаккуратно. И это придает ему какую-то красоту. Давайте посмотрим, что внутри получилось. Вот такое внутри получается. Торт получается очень шоколадный. Мне нравится крем именно на шоколаде, не на какао, не на смеси какао и шоколада, вот именно на шоколаде. Его можно было бы сделать и темнее крем, добавив какао, но это влияет на вкус. Мне вот больше нравится с шоколадом просто и без какао. Готовьте, всем приятного аппетита, спасибо.